Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Что вдохновляет рукодельницу-мастерицу на творчество? Вы видите эти кучки лоскутков? Они вас вдохновляют? Вы не поверите. В них скрывается изумительная красота. Каждая женщина – это сладкая виноградинка, которая с возрастом становится изюминкой. Смотрите видео до конца. Не думайте, что я специально резала ткани с крупным рисунком. Мне достались остатки кроя после пошива постельного белья, непонятные обрезки и места ткани с производственным браком. Нарежем их на кусочки размером 10 на 10 сантиметров. Здесь не нужен точный крой, даже если где-то ошибетесь, ничего страшного. В качестве основы возьмем кусок плотной крепкой ткани, можно даже брезент. Главное, чтобы она выдержала нагрузку и не тянулась. Из нее вырежем круг нужного вам размера. Самый простой способ – просто сложить несколько раз, как будто вы собираетесь вырезать снежинку. Для удобства можно наметить центр заготовки. Подбираем все лоскутки и, конечно же, обдумываем новые работы. Вы же помните мои лоскутные одеяла? Конечно, шьются они из остатков, но все равно нужны большие куски тканей. А что делает женщина, когда ей чего-то нужно? Правильно, идет к любимому Васильку. А если еще и сказать слово заветное, промокод Поли10, то будет скидка на ткани наотрез. А в интернет-магазине все такое нужное. Ну да совсем немного заказала. Один мешок. Всего-то 12 килограммов, 750 граммов радости. Да, топер мне нужен. Постелить на большую двухспальную кровать, чтобы было комфортнее спать. Рукодельницы тоже отдыхают. Платочек на голову. Летом в саду обязательно надеваю. Мозги беречь надо. Вдруг пригодятся. Ну и по мелочи всего. И штанишки-бриджи, и полотенчика, и платьишко, и рубашку. Ну и детей порадовать. Шутники-производители мужские трусики назвали фулия. И, конечно же, ткань. Надо продолжать работу над лоскутным одеялом. Это перкаль. Из синей планирую сделать кайму, увеличить размер лоскутного одеяла, а коричневая будет хороша для обратной стороны изделий. И можно будет продолжать работу и радовать вас новыми идеями. А теперь переберем, просмотрим все лоскутки и разложим их по цветам. Выберем самый яркий кусочек. В принципе, он будет закрыт уголочками. Но вы сами знаете, у нас всегда найдутся любопытные пальчики, которые захотят узнать, что именно лежит в основе. Пусть им будет сюрприз. Знаю, что у новичков такие коврики часто идут волной. Самый простой способ этого избежать – использовать приставной столик. Надо, чтобы коврик лежал на одной плоскости с игольной пластиной. Кусочки ткани у нас непонятной расцветки. Это прекрасно. Можно выбрать нужный цвет, сложить квадратик так, как нам надо. Каждую деталь складываем пополам, затем подгибаем один угол, потом другой. Острый угол получился 60 градусов. Полученные клювики укладываем вершинками к центру. Сразу же прошиваем их на швейной машинке. После того, как сделали серединку, нашиваем следующие ряды. Ими закрываем промежутки между клювиками.
От того, какое расстояние будет между швами, зависит вид изделия. Будете шить плотно, клювики будут сильнее топорщиться. Но не забывайте, что получаются очень много слоев ткани, и не каждая швейная машинка возьмет такую толщину. Если вы новичок, не стремитесь сразу шить большое изделие. Для начала сделайте просто подставку под горячее. В традиционном народном искусстве такие круглые коврики шьют на руках. Мастерицы делали очень мелкие детальки размером с ноготь, выкладывали самые разные узоры в виде спиралей, кругов, треугольников. Во многих странах и у разных народов известна такая техника. Мне присылали фотографии таких ковриков. Их продают для туристов в странах Азии, Тайване, Вьетнаме. В нашей стране татарские и башкирские мастерицы украшали такими узорами не только предметы быта, но и верхнюю одежду. Вы сами понимаете, что у меня сегодня задача просто куда-то использовать эти обрезки, сделать полезную, нужную в хозяйстве, ну и, конечно, красивую вещь. Естественно, работаем с тем, что есть. В каком порядке будут располагаться клювики, насколько рядов их хватит, не знаю. Все на уровне интуиции. Нравится, не нравится. У меня много лоскутиков белого цвета. Представим себе большой цветок, астру, хризантему или георгин с темной насыщенной серединкой и белыми лепестками. Потом по самому краю сделаем пару рядов темными деталями, как рамка у картины. Вы не поверите, но использовала все неприглядные кусочки ткани. Теперь остается только подровнять, обрезать лишнее и обшить край косой бейкой. Бейка выкроена под углом 45 градусов, ширина 4 сантиметра. Сразу нашила, наготовила ее много и использую по мере необходимости. Косая бейка, она пластичная, ей хорошо обрабатывать именно круглые срезы. Просто свободно ее выкладываем. А с обратной стороны бейку лучше подшить иголкой с ниткой незаметными стежками. Даже не ожидала, что получится такая красота. А все почему? Да потому что у меня зацвела орхидея, белая с желтой серединкой. Видимо, я очень долго ей любовалась, и мне захотелось повторить этот переход цвета. Вообще-то я шила просто подставку под горячее, но мои работы получаются такие интересные, что их не используют по назначению. Предыдущую мою подставочку хозяйка повесила в виде декора на кухне и очень довольна, пьет чай и любуется. Кстати, что-то я так увлеклась работой и не помню, обедала я или нет. Скоро лето. Вы все еще хотите похудеть к лету? Шейте и творите, и похудеете. Всем желаю приятных минут творчества. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч.